Добрый день, меня зовут Виктория Косик, я магистр психологии, сертифицированный гештальт-терапевт. И вчера я сходила в кинотеатр, посмотрела новый фильм с Анджелиной Джоли. Сегодня хотела бы сделать разбор этого фильма. Он новый, он классно поставлен, очень эмоционально, негативно, я бы сказала, заряженный. Сегодня я сделаю некоторый такой разбор, расскажу про некоторый психотип таких достигаторов, карьеристов, которые делают ставки все на свою работу, на достижения, к чему это приводит. И тут у нас будет такая интересная тема достижений, власти и одиночества. И в начале этого видео хотела бы попросить вас подписаться на мой YouTube канал и подписаться на мой Telegram канал. Я каждый день выкладываю новые видео, пишу про отношения. И, кстати, у меня на следующей, получается, неделе с 18 января стартует моя терапевтическая группа. Она будет посвящена отношениям и теме привязанности, формирования нового опыта доверительных, теплых отношений. Ну, в общем-то, давайте начнем. Мария Каллас — это главная героиня. Главную героиню сыграла у нас Анджелина Джоли. И по историческим сводкам она родилась в 1923 году, 2 февраля в Нью-Йорке. И весь фильм нам показывает такую красивую, шикарную жизнь главной актрисы. И вообще, на самом деле, она была выдающейся личностью. Я, честно, удивлена, потому что до этого я вообще не знала, кто такая Мария Каллас. Я, честно, вообще слаба в опере. И я, когда хожу на оперу, я чисто сижу, засыпаю. Но меня здесь заинтересовала психологический некоторый очерк этой истории, и поэтому я так захотела сегодня его более подробно разобрать. Ну и вообще немножко такая небольшая предыстория. Она родилась в Нью-Йорке, как я сказала, и она сама из семьи греческих эмигрантов. Мать, вот, кстати, откуда вот здесь мы так в самом начале можем заметить, откуда такая предрасположенность к стремлению постоянно себя самосовершенствовать. Мать от нее хотела, чтобы она постоянно была лучшей, чтобы она стремилась реализовать мечту матери. И мать делала все возможное, чтобы ее Мария пела и как можно быстрее, как можно более качественней и как можно, в общем, более известной звездой, певицей стала. Первоначально мама хотела стать звездой, но у нее это не получилось, и она сделала все возможное и пыталась все возможное сделать, чтобы Мария стала вот тем, кем она хотела стать. Ну, такой неудавшийся талант, который она пыталась, ну, как знаете, это классика жанра, кстати, именно нарциссических семей, когда мужчина, допустим, хотел стать футболистом, но ему это не удалось, и он как будто бы видит своего сына как вторая нога, как третья нога, как продолжение его, в общем-то, жизни, и он пытается сделать все возможное и криками, и манипуляцией, и орами, и там как-то приободрять, и унижать, чтобы его сын стал футболистом. Хотя на самом деле сын вообще может не хотеть быть этим футболистом, а просто видит, что папа как-то восторженно, в общем-то, реагирует на то, что вот, молодец, ты сходил, сейчас там побил всех. И тут здесь такая же история. То есть это, ну, сразу такая идет, я так наперед рассказываю, сразу такая предрасположенность идет к нарциссическому воспитанию, где ребенок становится продолжением матери. Мама ее пыталась в 3 года куда-то уже сунуть, чтобы она потом пела. То есть это какой-то выдающийся ребенок, а выдающийся он не просто так. Там была такое позиционирование ребенку, что я буду тебя любить, я буду тобой восхищаться при условии того, что ты будешь иметь хороший голос и ты будешь хорошо петь. И ребенок там в первые года, там, по-моему, к 3 или к 5 годам она уже там участвовала и там, и там, и там, и там. То есть вот такое вот продолжение матери. 1945 года уже наступает некоторая неудача у Марии Каллас. Она отказывается петь в некоторых оперных постановках, где она считала, что у нее супер большой вес, и она отказывалась просто выходить на сцену. То есть заметьте, что здесь есть огромная требовательность к себе, к своему внешнему виду, к своим, в общем-то, вокальным данным, что если ее что-то не устраивало, если это не на 100% качественно, круто, идеально и хорошо, то вообще никак. Это вот часто вот такие отголоски идут из семейной истории, где
воспитывался такой культ, что ты должен быть идеальный, и человек сам себе не разрешает быть не идеальным. Все должно быть на 100%, либо вообще никак. Позже, в 1954 году, она снизила вес и похудела на 30 килограмм, и уже участвовала в оперных сценах в Европе и Америке, и стала очень известной. То есть уже к 30 годам она была очень такой знаменитой и именитой певицей, оперной певицей. Далее мы видим, как она требовательно относится к своему вокалу, как она себя не щадит, как она постоянно тренируется, постоянно, в общем, пытается себя сравнивать с прежней, хотя это просто невозможно. У нее было хроническое заболевание дерматомиозит, нарушает функционирование всех органов на молекулярном уровне, то есть это начинает разрушаться внутренние органы, отек сосудов и так далее. То есть не просто так ее организм сбоил, не просто так ее голос просто не мог петь так, как она могла бы петь раньше. Она требовала все равно идеальность. Мы здесь начинаем видеть, насколько главная актриса одинока, что все близкие люди, которые ее окружают... Доброе утро. То есть домоуправительница, она является вот этой уборщицей и матерью, и подругой, и сестрой, и дочерью, и также дворецкий. То есть он является и дядем, и папой, и сыном, и всем, кем только возможно. То есть она настолько одинока, что она выбирает уже какие-то отношения со своим, получается, персоналом от того, что у нее нет никаких близких связей. В этом моменте уже в начале фильма мы начинаем понимать, насколько глубоко в главной актрисе есть это чувство одиночества и, в общем-то, невозможность проживать разные эмоции с другими людьми. Как вы понимаете, дворецкие и уборщица — это не те независимые нейтральные люди, это те люди, которым вы платите деньги. И, получается, самые близкие люди — это те люди, с которыми она в некоторых таких контрактных отношениях. Также в фильме нам показан, что один из журналистов по имени Матрикс приезжает к ней и пытается ей предложить, чтобы она рассказала про свою жизнь, и они... ну, в общем, чтобы он потом в дальнейшем или написал книгу, или снял Мое кино. имя Мандрекс. И меня интересует ваша жизнь. Также мы увидим, как дворецкий пытается постоянно ее предупредить о том, что Мария, смотрите, мы вам пригласим врача, который вас пообследует, потому что Мария постоянно употребляла таблетки. И как я говорила ранее, что Мария отказывалась от некоторых своих концертов из-за того, что была в недостаточном, видимо, весе. И у нее также были переносы дальнейшие и концертов из-за того, что она считала, что у нее недостаточно хороший голос. Я назову будущую автобиографию «В тот день Ферруччо спас мне жизнь». И что это за день, мадам? Каждый день. Поэтому я тебя и ненавижу. Я пытаюсь утонуть, но ты меня вытаскиваешь. И в этом фильме мы как раз-таки видим этот сюжет, где происходит, что к Марии подходит какой-то мужчина, который говорит: я восторгаюсь вами, мне очень нравится ваше творчество, я даже хотел попасть на ваш концерт, на вашу оперу, но мне не удалось. К сожалению, этот концерт был перенесен, и даже я так поняла, что ему деньги не вернули. И он все равно такой воодушевленный подходит к ней, а она начинает в этом месте вообще его не слышать, без какого-либо интереса, а что этот мужчина вообще хочет сказать, а про что он вообще ко мне подошел. Она сразу начинает оправдываться, говорит: Мне было плохо. Всем казалось, что я симулирую, но я не лгала о болезни. Вы не представляете, насколько это больно. То есть, как мы видим, вообще нет контакта у нее с реальным миром. Она другого человека не способна услышать, заметить. У нее есть свой фантазийный мир, где на нее все нападают, где на нее все с каким-то негативом хотят ее в чем-то обвинить, и она сразу первое, что говорит в таком быстром формате, это оправдывается и говорит, что правда так, вот почему, и начинает как-то возмущаться. Сейчас буду рассказывать про ее личную жизнь. Вообще в Вероне она познакомилась с Джованни, он был вдвое ее старше, мы в этом фильме, кстати, видим, то есть таким каким-то мужчиной, значительно взрослее, я как-то удивлена вообще была, как это так, это ее муж, то есть они вообще не смотрятся вместе, она высокая, статная такая женщина, он маленький,
седой, с лысыми какими-то там белые какие-то волосы, ну, в общем, вообще никак не смотрится мужчина рядом с ней. Но вот он такой был страстным любителем оперы, он признался Марии в любви и посвятил всю свою жизнь Марии. В 1949 году они поженились, и он был таким верным, любящим супругом, который постоянно ее пытался содержать, помогать, и, в общем-то, полностью продал свой бизнес и посвятил всю свою жизнь Марии. Постоянно ее хвалил, нахваливал, был щедрым, но в то же время заметьте, мы здесь видим такую некоторую зависимость эмоциональную, где человек в роли Джованни отказывается, в общем-то, от своей идентичности, от своей, в общем-то, какой-то истории, отдает ей все, получается, что у него есть, и ставит все ставки на нее. Но вскоре, получается, через 8 лет Мария Каллас знакомится с новым мужчиной. И мы, кстати, вот уже вот эту историю здесь мы уже начинаем видеть в фильме. Мы видим присутствие Ананиса, где он просит Марию поговорить, а Мария, в общем-то, в это время вообще стояла со своим мужем. И тут какой-то мужчина по имени Ананис, он был миллиардером, он был инвестором, таким нагленьким мужичком, как мы по фильму видим, такой подходит ни с того ни с сего и говорит: Я украду вашу жену на пару минут. Что ж, встаньте в очередь. Это не для меня. И дальше мы видим, Ананис приглашает Марию, ее мужа, к себе на корабль. Прям на глазах у ее мужа стал к ней, в общем-то, проявлять знаки внимания, симпатии, задаривать ее какими-то драгоценными и классными там вещами. Когда он пытался флиртовать, когда Мария была замужем, у него были отношения на тот момент. На протяжении вообще всего времени, когда он был с Марией, он все время был женат. По сути, Мария являлась любовницей для Ананиса. То есть он постоянно восторгался ей, показывал, какая она классная, какая она вообще молодец, как он ее выбирает, хвалил, нахваливал, классные подарки, классные слова. Но по факту он всегда выбирал кого-то. Он был всегда женат на ком-то. Давал ей надежду, что вот, я вроде бы тебя выбираю, ты такая классная, тут такой классный подарок. Но по сути ее и не выбирал. Мы видим встречу Марии с Джоном Кеннеди. И оказывается, там такая непростая ситуация, интересная даже была. Они говорили о том, что Ананис флиртует с женой Кеннеди, и Ананис приглашает Жаклин Кеннеди к себе на яхту, к себе на корабль. Такой для потехи своего самолюбия, своей самооценки выбирал самых классных и красивых на тот момент женщин, держал их рядом с собой, дабы похвастаться где-то да кому-то, но эмоционально, по сути, ни с кем он близок и не был. И тут Джон Кеннеди подходит к Марии, и они как раз-таки об этом и говорят, что их избранники изменяют, и как-то, в общем, они так вот на этой встрече достаточно напряженной признавали это. Еще интересный такой фрагмент, мы видим о том, как Мария разговаривает со своей сестрой, и сестра ей говорит: да забей ты уже на эту музыку, тебе уже сказали, что твой организм сбоит. Такое усердие и требование к своему голосу вас убьет. И сестра ей говорит: начни радоваться и кайфовать от жизни. Но как это сделать? Мэри, когда Мэри такая нарциссическая личность, требовательная к себе, по динамической концепции личности, а там у нас есть 3 таких основные, как говорят, головы дракона. Это нарциссическая, невротическая и шизоидная. И если преобладает какая-то из частей ярко и сильно, то мы можем здесь говорить о некотором отклонении. И мы здесь видим такую отклоненность от нормы тем, что нарциссическая часть, нарциссическая такая голова, она была достаточно доминирующей и основной. То есть других, невротической и шизоидной, как будто бы этих частей, но они были совсем такие слабые. То есть мы видим, как она вообще у других людей вызывает очень много восхищения, превосходства, люди ей восторгаются. Но в то же время, знаете, я сейчас так вспоминаю, была статья у Елены Калитьевской, я, кстати, у нее училась, и она и говорила, когда люди с таким большим нарциссическим радикалом, они у других людей вызывают очень много восхищения, но в то же время, если станет плохо такому человеку, ему не принесут ни воды, не подставят там стул, не помогут. То есть за этим восхищением нет человеческого включенности, нет человеческого тепла, нет эмпатии. И мы в этом фильме так и видим. За этим восхищением нет ничего
теплого. Есть просто, как знаете, к красивому цветку вот такое очарование, но, в общем-то, приближаться к ней, помогать ей, эмоционально включаться. У других людей, в общем-то, желания нет, да и у нее в первую очередь самой тоже и нет. Но нет опыта, в общем-то, близких отношений, чтобы она это потом в дальнейшем вообще как-то искала. То есть этого стержня, этой предрасположенности искать теплую мать, где-то теплого человека у нее нет. Она как в детстве, в общем-то, мама восхищалась ею, когда она вела себя правильно в том направлении, как она хотела быть идеальной певицей, мама ей восхищалась, ее хвалила. И именно те же качества она дальше потом и искала в своих мужчинах. И немножко еще скажу про любовные треугольники. Мы здесь видим, как она создает любовный треугольник. Мужчина тот, который ее выбрал, который восхищался ей. Тоже тут вопросики у меня к нему, потому что, ну, как-то не сильно это тоже похоже на такую, знаете, здоровую личность, который отдал весь свой бизнес и все деньги женщине, с которой познакомился. Ну, как-то вот что-то тут не то. Это про эмоциональную зависимость. Эмоционально зависимая личность — это человек, который нафантазировал что-то о другом человеке и влюблен в некоторый образ. И тут ее муж, ведь он был влюблен в нее, в некоторый образ, с которым, я не знаю, как он там сверялся, не сверялся, это вообще в того человека ли он влюблен. И она, в общем-то, она его не выбрала. Ее не кормило его восхищение, самопожертвование, он отдал все. Она, так как была личностью нарциссической, она стремилась к лучшему. Анализ же постоянно ее кормил ожиданиями, кормил надеждами, что он там вот так ее любит, хотя на самом деле в конце своей жизни он признался, что он вообще не любит эту оперу. Ну, мы видим такое отношение этого Ананиса, что вот классная, красивая скульптурка у меня стоит и стоит. И как-то что ты там себя чувствуешь, как ты вообще хочешь, как тебе вообще то, что я сейчас женился и тебя не выбрал, а с тобой тут отношения строю, ему было глубоко наплевать. Такое, знаете, холодное, пофигистичное отношение. То есть мы видим, что главная актриса снова, как я уже и говорила, не способна эмоционально приближаться, любить, принимать, в общем-то, такую близость, потому что в опыте у нее такого не было. Ну и основные чувства, какие у меня вызывает эта история, это чувство грусти, одиночества, злости, направленная на себя. Хотя там злость, я думаю, направлена была бы вообще первоначально вообще на мать. Вот если бы Мария пошла бы в терапию, я думаю, эта злость бы вылезла в это. Злость на мать. Потому что с самого рождения мать пыталась ей сказать, что ей нужно делать, как ей нужно жить. Но, так как мы видим, она не в терапии, следовательно, эта злость была направлена на себя. На этом я заканчиваю. Меня зовут Виктория Косик, я магистр психологии, сертифицированный гештальт-терапевт. Приходите на мои терапевтические группы, если хотите, на практике. То есть эта группа, она не про теорию, она больше про практику. Прям на практике смотреть, как вы приближаетесь, как вы создаете отношения. Кому интересно на практике понять, почему у вас одни и те же сценарии, в чем же ваша сложность приближаться, приходите ко мне. Вот. И не забудьте подписаться на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. Все. Всем пока!